С вами канал «Фронтовая кинолетопись», и сегодня вашему вниманию личные киносъемки офицеров 59-го армейского корпуса вермахта, снятые во время операции по деблокированию гарнизона крепости Великие Луки. 24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция советских войск. Третьей ударной армии Галицкого предстояло сковать силы немцев и не позволить перебросить находившиеся в Великих Луках соединения на юг к Сталинграду, где в это время набирала обороты операция «Уран». Советской ударной группировке противостояла 83-я пехотная дивизия из состава 59-го армейского корпуса, державшая оборону в Великих Луках, а также 3-я горнострелковая дивизия, действующая в районе Новосокольников. К вечеру 28 ноября в районе станции Астриань соединились подразделения 381-й и 9-й гвардейской стрелковой дивизии, тем самым замкнув кольцо окружения вокруг гарнизона Великих Лук. К 3 декабря советские войска закончили ликвидацию боевой группы Мейера к югу-западу от города. Тем временем в район боевых действий начали подходить немецкие резервы. В первые дни декабря из района Невеля прибывала 291-я пехотная дивизия, которая уже 10 декабря провела разведку боем, готовясь к мощному деблокирующему удару. Также в район Великих Лук была переброшена 20-я моторизованная дивизия Эриха Яшке, имевшая на вооружении танки. Перед войсками 3-й ударной армии Калининского фронта встала двойная задача – отразить деблокирующие контрудары и попытаться овладеть Великими Луками. Штурм Великих Лук был довольно сложной задачей. Окруженный гарнизон имел достаточный запас продовольствия. Все каменные постройки в городе были превращены в мощные узлы обороны. 9 декабря немцы начали операцию по деблокированию котла в Великих Луках. Наступление велось на фронте в 8 километров. Обе стороны бросали в сражение все новые силы, которые только можно было собрать за счет перегруппировки с фронта и выдвижения из глубины. На участке 9-й гвардейской стрелковой дивизии к 15 декабря создалась угрожающая ситуация. Командование Калининского фронта решило бросить в бой свой резерв – 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора Баринова. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением советских войск, 14 декабря немецкое командование решило использовать танковый батальон 11-й танковой дивизии. Кроме того, в состав деблокирующей группы постепенно прибывали резервы. К 17 декабря прибыл 197-й батальон штурмовых орудий и началось сосредоточение 20-й моторизованной дивизии. К исходу 25 декабря, не достигнув успеха, германское командование приняло решение взять оперативную паузу для подтягивания свежих сил и подготовки нового удара. 1 января 1943 года командир 59-го армейского корпуса генерал-лейтенант фон дер Шевалери представил командующему группой армий «Центр» план операции по деблокированию Великих Лук, который получил кодовое наименование «Татила». По плану операции деблокирующая группа должна была наступать двумя колоннами. Справа 20-я моторизованная дивизия совместно с полком 205-й пехотной дивизии, а на левом фланге действовала 291-я пехотная дивизия при поддержке 22 танков и 10 штурмовых орудий. Начало операции было назначено на 4 января. За день до плановой даты начала операции, 3 января 1943 года, Клюге предложил отложить операцию из-за нелетной погоды, которая не позволяла использовать авиацию. Но командир 59-го корпуса Шевалери указал на тяжелое положение гарнизона Великих Лук, и 4 января в 8:30 утра после артподготовки немецкие войска возобновили наступление. Главный удар был нанесен с юго-запада в направлении Алексейкова. К исходу 5 января противнику удалось потеснить части 360-й стрелковой дивизии и овладеть деревней Борщанка. Таким образом, на юго-западном направлении сложилась особенно тяжелая обстановка. Для усиления удара командующий группой армий «Центр» фон Клюге решает перебросить 331-ю пехотную дивизию с задачей не позднее 10 января прорваться в город и деблокировать окруженный гарнизон крепости. Численное превосходство немцев и реальная угроза прорыва в город вынудило командование 3-й ударной армии вывести 2 полка 357-й стрелковой дивизии из боев за Великие Луки и занять оборону фронтом на юго-запад, а 47-я механизированная бригада была передислоцирована к северо-западу от города.
7 января немцы нанесли мощный удар с северо-западного направления. Частям 8-й танковой и 93-й пехотных дивизий за несколько дней удалось продвинуться на 2 километра в направлении Великих Луг. Дальнейшее продвижение противника на этом участке удалось задержать подразделениям 381-й стрелковой дивизии и 47-й бригады. На юго-западном направлении в бой вступила 708-я пехотная дивизия. Продолжая наступление, не считаясь с потерями, гитлеровцы медленно продвигались вперед. 9 января развернулись бои в 4 километрах от города в районе Донесьева, Белодедово. Небольшому отряду немецких танков из состава 8-й танковой дивизии и штурмовых орудий 118-го танкового батальона удалось прорваться к окруженным частям, но какой-либо пользы гарнизону крепости это не принесло. Прорвавшиеся танки стали впоследствии легкой мишенью для советской артиллерии и авиации и были уничтожены. Тем не менее, к 10 января ситуация на подступах к крепости оставалась критической. Срочно прибывший из резерва фронта 32-й стрелковой дивизии было приказано занять оборону в 4 километрах от города. С 10 по 12 января немецкие войска продолжали наступление с двух направлений – с северо-запада и юго-запада. Причем, если на первом они не достигли каких-либо успехов, то на втором им удалось приблизиться к городу на расстоянии до 3,5 километров. До 14 января продолжались бои в районе деревень Копытово и Липенко. Однако дальше них противнику пройти не удалось. Наступление немецких войск с целью деблокирования окруженного гарнизона не принесло желаемого успеха. Несмотря на ввод в бой крупных резервов, среднесуточное продвижение к городу составляло всего порядка 400 метров. За месяц боев, ценой огромных потерь, немцам удалось пробить направление Великих Луг, клин длиной 10 километров и шириной в 3 километра. В сложившейся обстановке было необходимо ударить под основание клина, блокировав наступающие немецкие части. Однако решить эту задачу имеющимися силами было невозможно, и 16 января перешла в наступление 150-я стрелковая дивизия, находившаяся до этого в резерве. Бойцы дивизии, преодолевая сильное сопротивление, перерезали немецкий коридор. Германское командование, почувствовав угрозу окружения, стало отводить войска с вершины клина. Тем временем узкий простреливаемый насквозь коридор на пути к Великим Лукам утратил свое значение после того, как 16 января советские войска штурмом овладели городом, а к исходу 21 января весь периметр коридора был полностью очищен от немецких войск. Великолукская наступательная операция продлилась без малого 2 месяца. За это время советские войска освободили от врага почти 650 квадратных километров. Штурмом овладели городом Великие Луки и выполнили основную задачу. Отвлекли на себя внимание 10 немецких дивизий и не позволили перебросить дополнительные силы к Сталинграду. О накале боев свидетельствует факт о том, что в сводках Совинформбюро с декабря 1942 года по январь 1943 первое место занял Сталинград, а на втором месте были Великие Луки. Из негативных итогов операции следует отметить срыв плана по освобождению Новосокольников. Войска Красной Армии войдут на Новосокольники только через год, но уже в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции.